Всем добрый день! Сегодня говорим с вами о самых устойчивых, обильно цветущих и красивых клематисах. Наверное, все, кто занимается цветоводством, знают это прекрасное растение, которое является королем лиан. Вьющиеся с огромными яркими цветами, лианы украшают наши сады и поражают своим разнообразием окрасок. Конечно же, список можно продолжить. Итак, клематис вильделеон. Это старый сорт клематиса, относится к третьей группе обрезки. Очень красивые изящные цветки малиново-розового цвета покрывают всю лиану снизу доверху. Цветет очень обильно, иной раз даже не видно зеленой листвы. Очень красивый, достойный клематис, я рекомендую его посадить в каждом саду. Цветок этот клематис держит достаточно долго. Цветы очень изящные, очень красивые и в то же время очень нежные. Клематис индийская звезда. Третья группа обрезки, имеет очень крупный цветок до 15 сантиметров в диаметре, цветет длительный период времени, цветет также снизу доверху, практически не повреждается ни грибковыми, ни вирусными заболеваниями. Цветок сине-фиолетового цвета с яркой полосой посередине. Эрнест Маркхам. Лиана третьей группы обрезки, имеет ярко-малиново-розовый цветок, интересной формы, лепесточки слегка загнуты вниз, и край у этого клематиса волнистый. Образует целую шапку розовых цветов. Если правильно обрезать клематис, он будет у вас цвести снизу доверху. Красивый, изящный клематис. Синяя птица, клематис третьей группы обрезки. Очень красивый, такой надежный клематис, вроде бы и простой, однако цветет густо, обильно. И об этом клематисе можно сказать, что этот клематис вообще не повреждается ни вирусными, ни грибковыми заболеваниями. Тоже достаточно такой достойный, красивый и обильно цветущий клематис. Мультиблю, клематис второй группы обрезки, очень пышный, красивый, пушистый, синего насыщенного цвета. Цветов образует достаточно много, лиана такого темно-зеленого цвета, и даже после отцветания этот клематис образует такие пушистые серединки, которые также украшают лиану длительный период времени. Green Passion – это клематис второй группы обрезки, очень стильный клематис зелено-белого цвета, до 2 метров высотой, и цветет он в 2 этапа – на побегах прошлого и затем на побегах текущего года. Смотрите, какие изящные, красивые и в то же время нежные цветки образует этот клематис. Также советую его вам посадить у себя в саду. Клематис хрустальный фонтан. Вторая группа обрезки, крупные, до 15 сантиметров цветы имеет, махровые, распускаются они постепенно. Клематис голубого цвета, очень изящный, восхитительный клематис, очень похож на клематис мультиблю, о котором я уже сказала. Считаю, что тоже можно его посадить в саду. Маркхам Пинк. Также клематис второй группы. Это образует клематис невесомые махровые колокольчики диаметром до 8 сантиметров. Сочетает в себе розовые, белые оттенки. Зацветает в апреле месяце. Лиана от 1 до 3 метров. Клематис Жозефина. Вторая группа обрезки, до 15 сантиметров цветок в диаметре. Сочетает в себе нежно-розовые, розовые, белые и кремово-салатовые цветки. Цветет в 3 яруса до 2,5 метров и цветет дважды, в начале лета и ближе к осени. Считаю, что тоже достойный клематис. Gypsy Queen. Клематис третьей группы обрезки. Сорт имеет темно-фиолетовые насыщенные цветы с желтыми тычинками. Лепестки у него бархатистые, высота лианы
достигает до 4 метров, поэтому необходимо позаботиться о хорошей опоре. Зацветает в июне, цветки до 15 сантиметров в диаметре. Мидори – это сорт клематиса второй группы обрезки. Клематис формирует пышный шар более чем из 10 лепестков от нежно-зеленого до розового цвета. Клематис невысокий, поэтому можно высаживать его в кашпо. Цветет он с мая по июнь на побегах прошлого года и затем на побегах текущего года. Тем, кому видео было полезно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик.